Всем привет, с вами снова Nickdoom the Industrial Programmer. Но в этот раз, правда, мое унылое бородатое щачло попячено вон за пределы кадра, потому что речь сегодня идет не о каких-то технических, слесарных, огородных делах, а внезапно все-таки о программировании. Ну, в общем, началось все с того, что я, разбирая свои старые завалы на харде, обнаружил два милых исходничка, которые переводят картинку в некое подобие ASCII-арта шрифтом Брайля. Решение в высокой степени читерское, поскольку, собственно, ни о какой оптимизации и конверсии там речи не идет, просто перегоняем одни точки в другие точки. Но зато эффективное. В тот момент, когда это было написано, мало шрифтов поддерживало Брайля, поэтому как-то эти сырцы не прижились, были не актуальны. Но сейчас Linux получил намного более широкое распространение, да и Mazday как-то более-менее подтянулся до цивилизованного уровня. В общем, можно увидеть сейчас во многих шрифтах Брайля, поэтому эта штука стала как-то более осмысленной. Я надеюсь, что я не выпущу этим на свободу очередного ракового джина, которым будут забивать этим псевдоартом все мыслимые и немыслимые гостевые книги и форумы. Но все-таки как-то для разумного какого-то применения эту штуку я не пожалел вечера, снабдил более-менее приличным интерфейсом. Работает она очень просто, вот тут два параметра, межсимвольный и, соответственно, межстрочный интервал, выраженный в количестве точек Брайля, которые надо пропустить на рисунке, чтобы изображение не съезжало. Если у нас там много, скажем, диагональных линий, они будут выглядеть изломанными, и чтобы это предотвратить, можно просто проредить картинку. Правда, при этом часть изображения, особенно на низких разрешениях, это заметно, будет потеряна. Поэтому, если у нас изображение не требует такого и является при этом изображением низкого разрешения, ставим эти параметры в 0. Конвертировать можно обычные BMP. 8-битки эта штука не поддерживает, поддерживает или 24-битки, или, соответственно, однобитные монохромные. Однобитные монохромные становятся plain text, 24-битки становятся таким же брайлевым текстом, но уже перемежающимся щедро раскиданными тегами цвета. Соответственно, он по формату BMP автоматически выбирает один из двух этих сырцов, один из двух этих старых моих движков. Полностью вам все-таки без моего щачла сегодня, к сожалению, не обойтись, потому что на нем мы будем тестировать черно-белый движок. Вот так вот выглядел у нас оригинал. А вот таким он стал у нас в текстовом виде. С цветными изображениями все интереснее и немножко сложнее. На них распространяются настройки ниже, вот эти вот настройки, которые для черно-белых просто игнорируются. Это настройка цвета фона страницы, это настройка умолчального цвета шрифта, который он принимает, если никакие теги не выставлены, и максимальный вектор разницы цветового пространства, точнее модуль вектора разницы, когда два цвета еще можно условно считать одинаковыми. Применяется, естественно, для оптимизации и экономии этих самых цветовых тегов, чтобы не лепить их по случаю каждого изменения цвета на одну градацию. Ну а беречь для каких-то, так сказать, более-менее серьезных разностей в цвете. Если цвет отличается от умолчального на такую же величину и меньшую, то, соответственно, тег цвета не ставится вообще. Здесь мы можем задать синтаксис открывающего тега цвета. Вот сейчас у нас стоит BB-код. Мы его сейчас переделаем в HTML для демо. Здесь стоит закрывающий, тоже по умолчанию BB-код. И опять встала HTML. А здесь у нас тег перевода строки. По умолчанию это обычный символ перевода строки, то есть опять же для BB-кода. Но если мы его отсюда сотрем, правда, мы не сможем его никак набрать обратно, и нам придется закрывать-открывать программу. Это такой майнер баг, который не стоит того, чтобы тратить на него время и силы, чтобы пофиксить. Сейчас мы его тоже заменим на HTML же тег перевода строки. Полученную конфигурацию
можно сохранять, можно загружать, а можно использовать для того, чтобы конвертировать в байтника много изображений сразу. Синтаксис байтника очень простой. Просто вызывается эта программа BRART, Braille Art. Первый параметр это source file, то есть изображение наше BMP. Второй параметр destination file. И третий это параметры конверсии, которые были вот каким-то таким же образом через интерфейс заданы и сохранены в KFG файл заранее. Но сейчас мы это, конечно, не будем демонстрировать, а просто так же точно, через такую же точно форму конвертируем цветное изображение. И опять же, вот у нас оригинал. А вот у нас он же в виде HTML. Умолчальный шрифт черный, на белом фоне. Если бы у нас была какая-то форумная страничка, из которой мы могли взять образцы умолчального цвета шрифта и цвета фона, мы могли бы заставить движок как-то оптимизировать именно под них. То есть какие-то дополнительные детали могли бы вырисовываться, скажем, цветом фона, если он соответствует цвету каких-то деталей на рисунке и так далее. Еще у меня была мысль добавить туда поддержку символов псевдографики для рисования таблиц, но, к сожалению, оказалось, что в большинстве по статистике шрифтов они не соответствуют по ширине шрифту Брайля, поэтому нарушается сама основополагающая идеология моноширинности. Все сыпется и съезжает, поэтому, к сожалению, символы псевдографики, которые были бы так удобны среди этих точечковых прямоугольников для того, чтобы прорисовать какие-то еще дополнительные детали, к сожалению, просто никак сюда не вписываются, просто из-за размеров, принятых в большинстве шрифтов. Как всегда, все это open source, как всегда, все это классическая лицензия, как всегда, полный отказ от ответственности и полная свобода творить с этой штукой что угодно в пределах своего страха, риска, чувства прекрасного и ответственности перед модератором форума, на который вы соберетесь запостить эти гигантские картинки. Всем пока, с вами был Ник Дун, The Industrial Programmer.